Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я представляю мастер-класс по плетению спинки кресла на двух обручах. В этом видео я не буду показывать, как плести стропы и основание кресла, но покажу, как рассчитывать сами веревки для вашего изделия и очень подробно покажу, как плести спинку. Сейчас далее в видео я покажу узлы, которые используются в работе. К моменту покупки мастер-класса в идеале, чтобы вы знали эти узлы. Поэтому прошу посмотреть и адекватно оценить свои силы и возможности. Стоимость мастер-класса будет 400 рублей. Но обращаю внимание, что это будет именно спинка этого кресла. Сейчас я вам покажу основные узлы и приемы, используемые в мастер-классе. Беру веревку и складываю пополам и навешиваю на планку. Для квадратного узла, эти веревочки сейчас навешиваю для квадратного узла, надо 4 рабочие нитки. Поэтому я беру 2 веревочки, складываю пополам и навешиваю близко друг к другу, чтобы получилось 4 рабочие нитки. Сейчас я вам покажу, как плести квадратный узел. Берем 2 крайние рабочие нитки, левую, накидываем на средние 2 веревочки и просовываем под правую, а правую берем под 2 средних и просовываем через левую ниточку. Это первая часть квадратного узла получится. Сейчас будет вторая часть. Опять берем левую, но теперь уже накладываем снизу средних веревочек, а правую сверху. Вот из этих двух сплетений получается один квадратный узел. Если плести, дальше продолжать вот такие сплетения, получится веревочка. Из таких сплетений я делаю стропы на этом изделии. И на белом изделии, который бесплатный мастер-класс, вот этот узел там используется. Вот получилось 2 квадратных узла. Вот по левой перепялинке можно считать эти узлы. Вот 3-й узел пошел. Вот как стало готово, вот левая перепялинка, значит это полный квадратный узел, чтобы не путаться. Вот 4-й квадратный узел. Вот по этим перепялинкам считать, по левым. Сейчас я вам покажу, как плести сетку из таких квадратных узлов. Сначала закрепляем квадратными узлами у основания, чтобы веревки не смещались самопроизвольно. Затем, вот смотрите, если их сдвинуть, эти квадратные узлы, эти веревки на планке сдвинуть,
то получится плетение во втором ряду уже. Получится плетение плотное, сетка будет плотная. Вот расстоянием вот этих вот веревок между узлами в первом ряду можно регулировать саму сетку, размер сетки, размер ячеек. Если вот так плести продолжать дальше, в третий, четвертый ряд сетка получится плотная. Сейчас я покажу, как увеличить ячейку. Раздвигаем на нужную длину. Чем больше расстояние, тем больше получится сетка. И в шахматном порядке на 4 веревках. Не забываем, что этот узел плетется из 4 рабочих ниток. 2 посередине и 2 по краям. Формируем сетку. Формируем ячейки. Вот что получается. Сейчас я вам покажу, каким узлом привязывается обруч к стропам, ну или вообще к любой планке. Сначала с левой стороны обматывается, потом с правой стороны обматывается. Сейчас еще раз покажу на следующей веревочке, кто не успел разглядеть. Ниточку вперед обруча и обматываем с левой стороны, с правой стороны и просовываем, вот это вот обязательно вот это действие, просунуть под вот это вот переплетение, чтобы закрепить. И можно еще одним узлом. Это вот называется уже расширить бриду. Сейчас еще раз покажу. Это называется узел брида, а с дополнительным витком это расширенная брида, горизонтальная. Еще раз вперед веревочку, с левой стороны закрутили, с правой стороны и просунули. Получился вот такой крестик. И еще раз можно сделать, это чтобы веревка не смещалась, но это уже не обязательно. Вот последний вот этот вот виток, это делать уже не обязательно, но закрепляет лучше на обруче веревку. Таким узлом фиксируется обруч или другие там планки какие-то нужные. Сейчас я уберу этот обруч и покажу еще вам узлы, которые используются в этом мастер-классе. Сейчас я покажу, как делать пупель. На концах веревках, когда уже делается бахрома, формируется в конце бахрома, в конце изделия. Складываем веревочку и свободным хвостиком обматываем эту петельку. Левой рукой придерживаем край петельки, чтобы он не перекручивался. И кончик веревочки просовываем в эту петельку и затягиваем. Вот получилась вот такая вот шишечка. Сейчас еще раз покажу на более длинной веревке. Складываем на нужной длине нам, обматываем свободным кончиком. Чем больше витков, тем больше получится вот эта штучка. И кончик просовываем. Но у вас должен быть кончик как минимум опален. У меня-то обрезки использую, поэтому у меня край размахрился. Ничего страшного. Вот смотрите, если у вас остался еще край веревки, вы сделали, и вам ее надо, просто обрезаем и подпаливаем. Обрезать под самый корень не надо, маленько, несколько миллиметров оставить.
чтобы сформировалась плотная частичка и не дала этому плетению, этому узелочку распуститься. Сейчас я еще покажу простой узел, я его называю. Этим узлом тоже можно фиксировать веревки. Я его чаще всего использую на концах работы. Можно зафиксировать последние нитки, например, вот этого вот изделия вот этим узелком, потом куда-нибудь их там подвязать и спрятать. Или можно, если вы, например, юбочку не хотите плести у такого кресла, вам надо просто сделать бахрому, можно сделать у самого основания обруча такой узел, и нитки таким образом зафиксируются. Вот сейчас показываю, как у основания зафиксировать. Вот так. И все. И, в принципе, дальше можно уже не плести, например, бахрому, просто обрезать на нужном расстоянии веревочки. Сделать вот эти вот пупели красивые, и будет красивое изделие.